Привет, друзья и гости канала, с вами Виктор. В этом видео я тебе покажу, как приготовить тосты французские. Два варианта. В приготовлении сложного ничего нет, тосты по этому рецепту получаются очень вкусные. Думаю, тебе понравится. И также в этом видео тебя ждет, как разобрать гранат. Один из способов разборки. Так что оставайся со мной, мы начинаем. Поехали! Для тоста нам понадобятся следующие продукты. Более подробную рецептуру ты найдешь в описании под видео. Приятного просмотра, начинаем приготовление. Для начала приготовим сливочную массу для тостов. Смешиваем сливки, яйцо, сахарная пудра, корица и соль. Перемешиваем до однородности венчиком. Этого количества хватит на 3-4 порции. Сахарную пудру можно заменить на сахар, только нужно чуть больше времени вымешивать массу, чтобы сахар полностью растворился. Масса готова. Подготовим гранат. Я вам покажу, как просто разобрать гранат, чтобы зерна остались максимально целыми. Срезаем гранат с одной стороны, чтобы видно было хорошо внутренние перегородки граната. Еще немножко нужно срезать. Этого достаточно. Смотрите, что мы делаем дальше. Просто делаем надрезы по всем перегородкам. Нужно немножко глубже. Все перегородки прорезали. Дальше делаем следующее. Разламываем гранат на части и чистим гранат. Если будете чистить гранат таким способом, то зерна останутся максимально целыми. Вот так просто чистить гранат. Ставьте лайк, если возьмете этот способ на заметку. Сегодня приготовим тосты французские. Два варианта. Первый вариант – тосты с вареньем карамелизированной грушей. Второй вариант – тосты с ванильным сырком и фруктами. Интересное сочетание, также аппетитно выглядит. Так что выбирайте себе по вкусу и пробуйте. Мне больше всего нравятся тосты с ванильным сырком и фруктами. А какой вам вариант больше понравился? Нарежу яблоко следующим способом – слайсами. А вы нарезаете так, как вам нравится, так, как вам удобно. Толщина примерно 1-2 мм. Готово. Грушу нарежу другим способом, дольками, так как нам нужно будет грушу закарамелизировать. Вот такие получились дольки, толщина примерно 1,5-2 см. Готово. Нарежем банан кружочками, толщина примерно 2-3 мм, может быть больше. Банан готов. Подготовим киви. Для начала очистим, нарежем так же как банан кружочками, чтобы было видно рисунок. Киви нарезали. Дальше нарежем булочку под небольшим углом. Толщина примерно 2-3 см. На одну порцию нам понадобится 3 кусочка. Как я уже говорил, можно использовать любую булочку. Это может быть булочка с маком, с изюмом или просто обычный белый хлеб. Переходим к горячему процессу. Будем карамелизировать грушу. На разогретую сковороду сухую насыпаем 1 столовую ложку сахара без горки. И ждем, пока сахар полностью распустится и начнет менять цвет. Цвет будет слегка золотистый. Смотрите, сахар практически уже растопился и уже меняет цвет. Выкладываем грушу на сковороду. Будьте осторожны, так как растопленный сахар очень горячий. Прогреваем грушу с одной стороны и переворачиваем на другую сторону. Прогреваем с другой стороны. Сейчас добавляем кусочек сливочного масла.
На данном этапе плиту можно выключить. Когда масло полностью растопится, по желанию можно добавить белое сухое вино 10-15 грамм и выпарить. Это придаст приятную кислинку и аромат. Груша готова. Обжариваем тосты. Первую порцию обжарю на сухой сковороде. На разогретую сковороду выкладываем кусочки булочки, вымоченные в сливочной массе для тостов. Если булочка свежая, то замачиваем на 4-5 секунд, то есть окунаем с одной стороны, переворачиваем на другую сторону и сразу на сковороду. Обжариваем до золотистой корочки. Думаю, можно переворачивать. Обжариваем точно так же до золотистой корочки. Когда обжарили другую сторону, кладем в сковороду кусочек сливочного масла. Обволакиваем тосты со всех сторон растопленным маслом. Нагрев плиты выключаем, чтобы масло не сгорело. Первая порция готова. Вторую порцию обжарю с добавлением растительного масла. Результат будет точно такой же. Смотрите, вот масло для тостов. Окунаем булочку в миску со всех сторон и сразу перекладываем в разогретую сковороду. Если булочка слегка твердая, то нужно чуть больше времени вымачивать в сливочной массе. И тосты получатся вкусными и нежными. Вторую порцию обжариваем точно так же, как и первую. Обжариваем до золотистой корочки и добавляем кусочек сливочного масла. Две стороны обжарили, добавляем сливочное масло. Нагрев выключаем, обволакиваем тосты со всех сторон в растопленном сливочном масле. Вторая порция тостов готова, будем подавать. На тарелку выкладываем тосты. Эту порцию подам с вареньем и карамелизированной грушей. Подаем так, чтобы было красиво и аппетитно. Количество варенья и всего остального добавляйте по своему вкусу. Добавляю чернику, посыплю сахарной пудрой, посыплю сверху гранатом, верхушка мяты, жареные хлопья миндаля, еще раз посыплю сахарной пудрой. Сахарную пудру посыпайте один раз, в самом конце украшения блюда. Первая порция тосты по-французски с карамелизированной грушей готова. Вторая порция будет с ванильным сырком и фруктами. Этот вариант мне больше нравится. Сверху на тосты укладываем ванильный сырок. Если сырок у вас сильно густой, его можно разбавить сливками, чтобы была более нежная структура. Сверху на тосты укладываем все нарезанные фрукты, чтобы было красиво. Количество по вашему желанию. Посыплю гранатом, обжаренные хлопья миндаля, верхушка мяты. Мяту можно заменить на веточку тымьянка и сахарная пудра. Вторая порция тосты по-французски с ванильным сырком и фруктами готова. Друзья, тосты по-французски мы с вами приготовили два варианта. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. С вами был Виктор. Приятного аппетита. До новых встреч.